Она держала письмо мужа, не зная, что страшнее, его измена или диагноз. Буквы дрожали, мир вокруг плыл. В памяти вспыхнули первые свидания, запах моря, смех дочери на карусели. Казалось, каждый счастливый кадр теперь разбит стеклом лжи. В письме он признавался: «Я виноват, но мне осталось мало. Прошу, не дай уйти одному». Анна опустилась на диван, чувствуя, как подкашиваются ноги. 23 года брака. 23 года, которые теперь казались построенными на песке. Ее пальцы машинально гладили обручальное кольцо, привычка, от которой она не могла избавиться даже в моменты самой сильной боли. Письмо было написано его почерком, тем самым, которое она знала наизусть. Тот же почерк, которым он подписывал открытки на день рождения, записки на холодильнике, документы на покупку их первой квартиры. Но теперь эти знакомые буквы несли в себе разрушение. «Анна, я не знаю, как начать. Наверное, нет правильных слов для того, что я должен сказать. Я изменил тебе. Это длилось полгода. Я не могу объяснить, почему это произошло, не хочу оправдываться. Но есть еще кое-что». Она перечитывала одну строчку. Рак 4-й стадии. Сердце сжималось, внутри гремели ярость и жалость. Как можно простить изменника? А как бросить человека, с которым прожила полжизни? Она вышла на балкон, вдохнула ночной воздух, пока город мерцал чужими окнами. Июньская ночь была теплой, но Анна дрожала. Внизу, на улице, жизнь продолжалась. Люди спешили домой после поздних смен, молодые пары гуляли, держась за руки, где-то играла музыка из открытых окон кафе. Как странно, мир продолжал вращаться, а ее собственная вселенная только что рухнула. Она думала о Лизе, их 17-летней дочери, которая сейчас была у подруги на даче. Как ей объяснить? Как сказать, что папа не только болен, но и предал их семью? Анна вспомнила тот день, когда Михаил стал странно себя вести. Это было 3 месяца назад. Он стал задерживаться на работе, избегала ее взгляда, был рассеянным. Она списывала это на стресс, у него была сложная ситуация с проектом. Теперь она понимала, он уже знал о диагнозе и уже изменял. Телефон завибрировал. Сообщение от Лизы. «Мам, как дела? Завтра приеду утром. Люблю тебя». Сердце Анны сжалось еще сильнее. Их дочь была так похожа на Михаила, те же зеленые глаза, та же упрямая складка между бровями, когда она была чем-то увлечена. Вдруг поняла, дочь должна видеть, что любовь – это не только букеты и тосты, но и выбор остаться, когда болит. Она вернулась в квартиру, села на кухне за стол, где они завтракали каждое утро последние 10 лет. Чашка Михаила все еще стояла в раковине. Он выпил кофе утром, поцеловал ее в щеку и ушел на работу, как обычно. Только теперь она знала, что это было не как обычно. Это было последнее утро их прежней жизни. Анна взяла телефон дрожащими руками. Номер Михаила она знала наизусть, хотя давно уже не набирала его вручную. Первый гудок. Второй. Она почти повесила трубку, но на 3-м гудке он ответил. «Анна?» Голос был слабым, удивленно радостным. В нем слышались надежда и страх одновременно. «Я прочитала письмо», — сказала она, и ее голос прозвучал удивительно спокойно. Молчание. Она слышала его дыхание, неровное, прерывистое. «Я не знал, как сказать тебе лично. Я трус, Анна. Я всегда был трусом в важных вещах». «Рак 4-й стадии». Повторила она слова из письма. «Как долго ты знал?» 4 месяца. Врачи сказали. Сказали, что у меня есть полгода, может быть, меньше. Анна закрыла глаза. 4 месяца он знал и молчал. 4 месяца она жила в иллюзии, что у них все хорошо, что впереди еще много лет. «А женщина?» — спросила Анна, и не нужно было объяснять, о ком речь. Это закончилось месяц назад. Когда я понял, что умираю, я понял, что хочу провести оставшееся время с тобой и Лизой,
но я не знал, как. Я готова быть рядом. Сказала она, и эти слова удивили ее саму. Но ты должен сказать дочери правду, всю правду. В трубке зашуршали слезы. В тот миг она простила, хотя знала, каждой секундой платит за чудо, чтобы их последняя глава стала самой честной. Михаил вернулся домой в полночь. Анна не спала, сидела на кухне с чашкой остывшего чая. Когда он вошел, она увидела, как сильно он изменился за последние месяцы. Он похудел, появились глубокие морщины вокруг глаз, а движения стали медленными, осторожными. «Спасибо, милая», — сказал он, садясь напротив нее. Не благодари. Я делаю это не для тебя. Я делаю это для Лизы и для себя. Я не хочу, чтобы она запомнила, как ее мать бросила отца в самый трудный момент. Михаил кивнул. Он понимал, что прощение — это не забвение, это выбор не позволить боли определять их будущее. Расскажи мне о ней. — сказала Анна неожиданно для себя. Михаил поднял глаза, удивленный. «Зачем тебе это?» Потому что я хочу понять, что я упустила, что довело тебя до этого. Он долго молчал, потом начал говорить. Рассказала Марине, коллеге из соседнего отдела, о том, как она была рядом, когда он узнал о диагнозе, о том, как она не задавала вопросов, просто обнимала, когда ему было страшно, о том, как он искал в ней забвения от мысли о смерти. «Это не оправдание. — сказал он. Это просто объяснение». Анна слушала и понимала, что злость постепенно уходит. Остается боль, но злость уходит. Может быть, потому что времени на злость просто не осталось. Завтра приедет Лиза. — сказала она. Мы расскажем ей вместе. Утром Лиза ворвалась в квартиру, как всегда, шумно, радостно, полная планов и историй с дачи. Но, увидев лица родителей, сразу замолчала. Что случилось? — спросила она, и в ее голосе появилась взрослая нотка, которую Анна никогда раньше не слышала. Они сели в гостиной, все трое на диване, как когда-то, когда Лиза была маленькой, и они смотрели семейные фильмы по воскресеньям. Михаил взял дочь за руку. «Лиза, у меня рак, 4-я стадия. Врачи говорят, что времени осталось немного». Лиза побледнела, но не заплакала. Она была сильной, как ее мать. Сколько? — спросила она просто. «Несколько месяцев, может быть, полгода». Тогда Лиза заплакала. Анна обняла дочь, чувствуя, как ее собственные слезы капают на волосы девочки. «Есть еще кое-что», — сказал Михаил. «Я изменил маме. Это было неправильно, и я не прошу прощения, потому что знаю, что не заслуживаю его. Но я хочу, чтобы ты знала правду». Лиза подняла голову, посмотрела на отца, потом на мать. Мама простила тебя? Мама выбрала быть рядом. Ответила Анна. Потому что семья – это не только хорошие времена. Это выбор оставаться вместе, даже когда больно. Лиза кивнула, и Анна увидела в ее глазах понимание, которое не должно приходить в 17 лет, но которое делает человека взрослым. Следующие месяцы были трудными, но они были честными. Михаил проходил лечение, которое замедляло болезнь, но не останавливало ее. Они говорили о вещах, о которых никогда не говорили раньше, о страхах, о мечтах, о том, что действительно важно. Анна поняла, что прощение – это не одномоментное решение, это ежедневный выбор. Каждое утро она просыпалась и выбирала любовь вместо боли, понимание вместо обиды. Михаил умер в январе, дома в окружении семьи. Его последними словами были: «Спасибо, что дали мне умереть любимым». На похоронах Лиза сказала: Папа научил меня, что люди могут ошибаться и все равно заслуживать любви. А мама научила меня, что настоящая любовь – это выбор, который мы делаем каждый день. Анна знала, что их последняя глава действительно стала самой честной. И что это было правильно.